Привет! С вами снова Лена. Как говорится, просили получайте. Сегодня я расскажу вам о 3 идеальных маршрутах для первой поездки в Италию на неделю. Италия — это страна, где каждый город как музей под открытым небом, где еда — это религия, а стиль — это образ жизни. Но если вы едете в Италию впервые, легко растеряться. Рим, Венеция, Тоскана, Амальфи. Все хочется увидеть сразу. Но за одну неделю лучше сосредоточиться на чем-то конкретном, чтобы по-настоящему прочувствовать атмосферу. И, конечно, недели мало для того, чтобы посмотреть столько мест, но этого достаточно, чтобы влюбиться в эту страну. Кстати говоря, на канале уже есть 2 видео, и в каждом по 30 городов, которые, я считаю, должен посетить каждый. Это известные города, скрытые жемчужины. Переходите на канал, смотрите обязательно видео, пишите комментарии, задавайте вопросы любые про Италию, про путешествия. Я отвечаю на все. А в этом видео я собрала вам 3 маршрута, каждый из них проверен лично, сбалансирован по темпу и подойдет для разных видов путешествий. Поехали! Если вы едете в Италию впервые, это тот самый маршрут, который даст вам полное впечатление о стране. История, искусство, архитектура, романтика – все в одном путешествии. Первые 2 дня мы начинаем в Риме. Город, который невозможно охватить за 2 дня, но можно успеть влюбиться. Я советую поселиться в районе Трастевере. Это самый атмосферный и живой квартал. Первый день – Колизей, Римский форум, Пантеон, Фонтан ди Треви. Вечером – паста и вино в уютной траттории. На второй день у нас останется Ватикан, музей Сикстинская капелла и базилика Святого Петра. Главное, не забывайте, билеты, особенно в Ватикан, лучше бронировать заранее. Иначе простоите в очереди часа 2, как минимум. На день 3 и 4 мы уезжаем из Рима, садимся на скоростной поезд, и через 1,5 часа мы в самом сердце Ренессанса. Обязательно поднимитесь на купол дома, вид захватывает дух. Галерея Уффици и Давид в Академии – обязательная программа, а вечером – аперитив на площади Микеланджело. И 5-7 день у нас, конечно же, тоже другой город. На поезде за 2 часа добираемся мы в Венецию. Да, она может быть туристической, но магия этой лагуны настоящая. Прогуляйтесь рано утром, город почти безлюден и невероятно красив. И да, гондолы, конечно, стоят прилично, но если разделить поездку с кем-то, вполне можно позволить себе. 1 раз так точно стоит. Этот маршрут для тех, кто едет не только за достопримечательностями, но и за атмосферой, вином, природой и стилем. Первые 2 дня у нас, конечно же, Милан. Это мода, дизайн и очень вкусная кухня.
обязательно поднимитесь на крышу дома, особенно на закате. Галерея Витторио Эммануэле II, замок и район Брера для прогулок и фото. Ну и, конечно, аперитивы. Это ритуал. Вечером в баре подают напиток и закуски, идеальное завершение дня. На третий и четвертый день за час на поезде мы оказываемся в сказочном месте на озере Кома. Выбирайте базу – Кома, Варенна или Беладжио. Мне, честно говоря, понравилось Беладжио. Уютно и, в принципе, не так много туристов. Арендуйте лодку или прокатитесь на пароме. Посетите виллы Карлотта и Пальбьянелло. А вечером ужин у воды под шум волн. На пятый-седьмой день после Кома берем авто и едем в Тоскану. Дороги идеальные, пейзажи как в кино. Остановитесь в каком-нибудь агротуризма. Это такие фермерские усадьбы с вином, сырой и домашней едой. Прогуляемся по Сиене, Пьяченца, Сан-Джиминьяно. Попробуем кьянти, пекарина, оливковое масло. Ну и третий маршрут. Этот маршрут для тех, кто хочет солнца, моря и настоящей пиццы и южного колорита. Первый и второй день у нас, конечно же, Неаполь, город хаоса, вкуса и души. Начните с исторического центра, потом пицца у Домикеле. Это место, где пиццу делают уже 150 лет. Съездите обязательно в Помпеи и на Везувий, местами мурашки по коже. Ну и, конечно, обязательно прогуляйтесь по набережной вечером. Этот неаполитанский закат. Главное, помните, остерегайтесь карманников. Ну, в принципе, на самом деле везде в Италии нужно остерегаться карманников. Следите за своими вещами.
На третий и пятый день мы уезжаем, конечно же, добираемся до побережья Соренто, Позитано, Амальфи. И это просто открытка в реальности. Я советую поселиться в Позитано. Да, стоит, конечно, дорого, но это обязательно того стоит. Пляж, лимончелло, прогулка по тропе богов – все это останется в памяти навсегда. Ну, шестой день у нас остров Капри. Это маленький остров с огромной репутацией. Голубой грот, прогулка по скалам, вилла Аугуста, а на Капри – спокойная часть острова. Арендуйте скутер, там это будет просто наслаждение. Обязательно зайдите в местную парфюмерную лавку Картузия. Духи с запахом Средиземноморья. Ну, вот и все. Надеюсь, теперь вам легче выбрать маршрут для первого знакомства с Италией. Если вы были в Италии, напишите в комментариях, где вам понравилось больше всего. Если собираетесь задавать вопросы, я с радостью отвечу на все. И не забудьте подписаться. Скоро будет больше видео о путешествиях, идеи, атмосфере этой удивительной страны.